Друзья, приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы будем бороться с белокрылкой. Я расскажу об одном очень хорошем, проверенном годами способе, который нам реально помогает. Все дело в том, что у нас на капусте и на некоторых других растениях вот осенью, именно в сентябре, появилась белокрылка. Летом ее не было, потому что участок относительно недавно мы возделываем, и она не заселялась. Ей не было интересно. Но поскольку мы начали выращивать на нем в этом сезоне культурные растения, такие, которые ее привлекают, она сразу здесь начала усиленно размножаться, появилась откуда-то. И, конечно же, вредит. Наша задача сейчас не дать ей уйти в зимовку. Полностью 100% избавиться от белокрылки это практически нереально. Она может прилететь в любой момент с соседских огородов, но и нельзя допускать ее распространения. Все дело в том, что продукты жизнедеятельности, которые образовываются в результате жизни, белокрылки, они вызывают появление сажистого грибка на растениях. Сажистый грибок забивает поры листовых поверхностей, устится, растение перестает испарять влагу, то есть охлаждаться не может, нарушаются процессы газообмена, оно не может дышать и в конце концов погибает. И кроме того, взрослая особь белокрылки, вот эта маленькая бабочка, она высасывает соки с наших растений, и растения опять же затормаживаются в развитии и тоже могут со временем погибнуть при интенсивном распространении. Поэтому меры борьбы с белокрылкой необходимо принимать неотлагательные и эффективные. Вот наша молодая капуста, которую мы выращиваем в осеннем обороте. Это ранняя капуста, очень интересное выращивание, очень прибыльное. Сейчас я осматривал и встретил белокрылку. Ну, вот как выглядит бабочка. Вот, видите, маленькая она, безобидная на первый взгляд, но если ее много разведется, то они летают белыми облаками. Прямо вот так прикоснешься к растению и вспархивает белое облако, как метелица. Это если с ними не бороться. И вот сейчас капусту хочу вот эту показать. Она растет у нас с весны. Здесь белокрылки гораздо больше. Вот видите? Вот они появляются. Мало препаратов, я уже сказал, от нее помогают. Но препарат, о котором сегодня я расскажу, это препарат Тепики. Мы им пользуемся уже много-много лет. Давайте я покажу, как он выглядит. Действительно фирменный Тепики. Мы разведем его вместе с вами. Вот как он выглядит. Это с профессиональной упаковки, с банки, с большой, расфасовано вручную. Я ссылку оставлю на такие небольшие расфасовки. 4 грамма на 10 литров воды. Мы будем разводить на 2 литра, естественно, 0,8 грамма. Во многих своих видео я рассказывал, что для успешного отмеривания сыпучих препаратов, когда нам нужно в небольших количествах, идеально подходят маленькие, недорогие ювелирные весы. Давайте и отмерим 0,8 грамм. Берем мерный стаканчик. Обязательно вместе с Тепики нужно использовать прилипатель. Любой, какой у вас есть в наличии. Прилипатель хорошо позволяет удержаться препарату на листовой поверхности. В том числе он удерживает рабочий раствор на крылышках, на самой бабочке. И она гарантированно будет подвержена его воздействию. Все, раствор готов. Тщательно его еще перемешиваем в опрыскивателе и работаем по листу. Для работы с препаратом необходимо применять средства индивидуальной защиты, друзья. И еще пару слов о способе действия. Это препарат системного способа действия. И он
оставаясь на листовой поверхности, просачивается и клеточным соком уже разносится по всему растению. То есть, где бы ни сидела белокрылка, на этой стороне растения или на этой, препарат разойдется по всему растению и эффективно будет на него воздействовать. Срок ожидания тепики 2 недели. Это необходимо учитывать. Мы капусту не будем пока употреблять в пищу, естественно. Недели 3 это гарантированно. После 2 недель препарат разлагается на безопасные для человека составляющие. Вот это то, что касается сроков ожидания. Это очень важно. Друзья, и если бы мы обрабатывали только лишь капусту, то я бы добавил в этот раствор тепики плюс прилипатель еще 20-30 грамм мочевины. Самой обычной, самой простой мочевины для капусты. Вот при таком ее развитии это препарат, это удобрение, которое поможет ей просто преобразиться. Поэтому для капусты 20-30 грамм мочевины в раствор, обработайте и посмотрите через неделю-две, как будет выглядеть ваша капуста. Она существенно ускорится в своем развитии. Как раз за 2 недели, которые будет воздействовать препарат на растения, вылупятся яйца, отложенные бабочкой, и они попадут под воздействие препарата, нанесенного сегодня. Вот в чем смысл 2 недели воздействия на растения, чтобы уничтожить несколько поколений. Иначе обработка, которая буквально испарится через день-два, она будет малоэффективна. Через неделю вылупятся яйца и опять все пойдет по новой. Не ждем, что пропадет или погибнет вот эта особь, которая сейчас летает через 2 часа. Нет, такого не будет, она не посыпется. Еще на протяжении нескольких дней будет наблюдаться ее жизнедеятельность. Но постепенно она будет затухать и она будет гибнуть. Таким образом растения очистятся. Повторить такую обработку в случае необходимости можно будет через месяц. Если будет бабочки много еще, немного, если залетит, допустим, в зиму нельзя ее оставлять. Бывали такие случаи, что необработанные, пораженные белокрылкой растения, вот, например, качан капусты убранный и заложенный на хранение, на зимнее хранение в погреб, вытаскивали с погреба, начинали использовать, и из него, хранившегося на протяжении нескольких месяцев, в подвале, вылетали белокрылки. Они очень-очень живучие, поэтому предпринимайте все меры для борьбы с ними. Тепики – это очень хороший вариант. Всем здоровых растений, вам здоровья, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.